Мы с вами будем говорить о том, как общество держит само себя, удерживает от изгоев, от отморозков, говоря грубыми словами, и как общество борется с теми, кто его разрушает. С одной стороны. С другой стороны, поговорим об изгоях. Почему они такие получаются, почему они общество пытаются разрушить, можно ли с этим что-то сделать. Объективно это или это субъективно, можно как-то изменить. Наша сегодняшняя с вами тема – социальный контроль и дискриминация. Логически она завершает все, о чем мы с вами говорили до сих пор. Это две темы, два в одном. Я проделал очень большую работу, чтобы соединить эти два совершенно разных объекта. Тем более, что, как правило, тема дискриминации нам известна не из социологического дискурса, а из политологического. Как правило, на эту тему все, что говорится, это вот лишили прав такого-то человека. Вот такого-то угнетали, такого-то избили, такого-то посадили в каталажку. А почему это происходит на языке общества, это, как правило, остается за кадром. И перед нами просто политическими знаменами размахивают, мы об этом говорим совершенно с другой точки зрения. Итак, тезаурус терминологически можете сейчас прям сфотать, если я потом забуду его в конце занятий, вы знаете, я забывчив. Это общий весь наш тезаурус по всей теме, включая семинарские и самостоятельные блоки. Итак, то, о чем мы с вами говорили на прошлом семинаре, начали говорить, у нас не получился разговор, но затравочка была, и сейчас я вашу работу делать за вас не буду, мы это продолжим на семинаре, о том, как связаны эти понятия, одни из них процессуальные, другие фактологические. Одни из них описывают процесс, другие состояния. И самое проблемное, что одни из них из области психологии, а другие социологические. И зачастую их применяют как синонимы. Но так или иначе вы уже чувствуете кое о чем мы говорили, что твое социальное положение и твое поведение взаимозависимые вещи. И, во-первых, твое поведение влияет на твое социальное положение, а во-вторых, совершенно наоборот. Общество может добиться от тебя такого поведения и выдавить тебя вовне себя куда-нибудь на теплотрасс. Так что ко всем этим понятиям мы сегодня вернемся, но только рассмотрим их несколько с другой стороны. Итак, наши два основных понятия. Зафиксируйте себе, контроль и дискриминация. Дискриминация нам сбоку припеку, здесь сейчас нам, но я потом боюсь забыть дать этот термин, поэтому сразу сейчас его помещаю. Определение видно? Понятно? Надевайте окуляры, смотрите. Итак, опять же, это механизмы. На самом деле определение очень простое, и как все простые определения вызывает сложность, когда тебе нужно его дать. Потому что говорит, чтобы у вас не было на контрольной работе. Контроль это когда контролируют и так далее. Вы уже знаете. То есть наши ключевые моменты. Существующий социальный порядок. Общество нужно мне, потому что я без общества никто. То, что я называю своей личностью, своим я, сформировано в обществе. Может быть, я не подхожу к этому обществу, мне нужно какое-то другое. Может быть, я в этом обществе играю деструктивную роль, а если его убрать, у меня никакой роли не будет. Но так или иначе, без общества я просто погибну. Общества бывают разные, поэтому, когда крушится общество, гибну я. И когда я чувствую, что мое сообщество, которое я считаю своим, начинает ломаться, дребезжать, трещать и так далее, я испытываю страх, а потом гнев, а потом ярость, а потом агрессивные действия в отношении того, кто разрушает. И зачастую я совершенно об этом не думаю, осмысливать начну только потом спустя годы, а может быть и вообще даже никогда. Это понятие у нас было, мы к нему сейчас вернемся, то есть то, что держит общество. Дискриминация, очень простое определение, я думаю, здесь только этот момент нужно обозначить, мы его всегда забываем. Потому что права – это писанные нормы, а возможности, они не писанные, это более обширное понятие. И человека можно ограничить в возможностях, формально не ограничивая его права. Например, все люди с ограниченной трудоспособностью имеют полное право на этой лекции здесь сейчас быть и слушать. Никто им не запрещает. Как инвалид, грубо говоря, сюда заберется без пандуса, без лифта. Таким образом, люди, ограниченные в своем перемещении, здесь сейчас на этой лекции в правах не ограничены, в возможностях ограничены. Этот хвостик никогда не нужно забывать. Потому что иначе с каким-нибудь пропагандистом вы столкнетесь, и он вам начнет лапшу на уши вешать, что никто никогда не ущемлял, что нигде на бумажке это не записано, поэтому дискриминации никакой нет.
Вот это очень важный момент. Так, идем дальше к нашим социальным нормам. Возвращаемся, о чем мы говорили. Минимальное развернутое понятие. У кого его нет, пожалуйста, себе перепишите, для того, чтобы не забывать. Минимальное понятие – это образец поведения. По вашим контрольным я уже увидел очень серьезную ошибку, которую вы делаете, значит, считая, что норма и право – это разные вещи. Право – это часть нормы. Право – это писаная норма, принятая государством, запротоколированная в нормативно-правовых актах. Ну, понятие давал вам право? Точно? Проверьте, чтобы у вас оно не провалилось никуда. Вот. Право отличается от морали и обычая тем, что оно записано. Записывается, как правило, самая важная часть права, чтобы ее не трактовали как-то кособоко, не забывали, не извращали. Поэтому самая важная часть социальных норм записывается, и государство заявляет, что оно живет для того, чтобы записывать эти нормы. Логика государства: если меня не будет, говорит государство, то не будет никаких прав, и все друг друга поуничтожают. Как вы считаете, произойдет так? Согласно логике сериала «Ходячие мертвецы» или там «Сыны анархии» или любого зомби-хоррора, в общем-то, не совсем так. Есть представление очень весьма серьезное о том, что без правовых норм на основе моральных и обычаев общество вполне нормально регулируется. Но мы сейчас не будем эти вещи разбирать, лезьте сюда. Это политология. Вот. Так или иначе вы должны помнить, что право – это часть норм. Наравне с другими какими-то особенностями, регулирующими человеческие взаимоотношения. Для того, чтобы общество было, всегда, и чтобы общество было всегда и всегда отвечало моим потребностям, чтобы оно реально работало. Это социальная норма. Да, «Судная ночь», вся франшиза, отличная иллюстрация к тому, о чем я говорю, да. Итак, если общество ломается, если мы в ситуации судной ночи, которая закрепилась, это состояние называется аномия. Это то, чего мы все втайне опасаемся. В чем аномия проявляется? Перед вами 3 проявления этой аномии. Буквально аномия в переводе с греческого обозначает отсутствие имени, отсутствие формы, отсутствие внешних каких-то очертаний. То есть мы перестаем понимать, кто мы такие, зачем мы живем и все остальное. Вот, мы перестаем друг до друга держаться. У нас, грубо говоря, либо наши ценности и нормы друг другу противоречат. К примеру говоря, девушка в России, например, девушка из Москвы садится на поезд и в России едет в Чеченскую Республику, и в Российской Чеченской Республике ее прямо на вокзале просят надеть платок, потому что с распущенными волосами в Республике Чечня ходить противоречит определенным нормам этого сообщества. Девушка говорит: а я не хочу, я не чеченка, я москвичка. Вот видите, вот такие вот, условно говоря, моменты, хотя это одна страна, один закон. Девушка говорит: а вы нарушаете мое право на самовыражение. Что ей отвечает чеченский юноши, оставим за кадром. Вот, значит, так что вот, либо нормы есть, но они никак не воздействуют на меня. Как говорится, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. И мне очень бы хотелось, чтобы когда-нибудь настал момент, когда люди забудут эту поговорку, не будут ее понимать, ее смысла, когда она станет почвой для фольклористов, исследователей и так далее. Понимаете? Увы, я бы хотел, чтобы не понимали. Так, либо какой-то кризисный момент, и нормы есть, но они не рассчитаны на переходный какой-то период. Все ломается, эти нормы просто в этой ситуации. Например, инфляция, скачок цен. Или, например, какая-нибудь там военная операция происходит. Или, например, природный катаклизм, какое-нибудь наводнение. И нормы вдруг внезапно перестают работать. Ну вот она вам, судная ночь как раз, которая наступает, и все против всех. Это состояние аномии. Человек общественный опасается. Поэтому, когда приходит тот, кто представляет угрозу обществу, мы в отношении этого человека ощущаем на первом уровне подсознательный страх. Потому что он угрожает нашей жизни, нашей всей системе потребностей. Начиная сверху донизу, начиная с общения, самовыражения и заканчивая элементарно питанием, голодом и так далее. Хотя он всего лишь навсего сделал себе панковский хайер и выкрасил его в розовый цвет. Говорим об этих вещах более серьезно, чуть попозже. Следствие аномии, когда общество разрушается, это так деморализация. Деморализация – это исчезновение мотивации, мотивирующих ценностей. Это исчезновение мотивирующих ценностей. Важны не просто ценности, какие есть. Можно вам сколько угодно говорить, семья – это высшая ценность для человека. Но если вас это не вдохновляет, значит вы деморализован.
Когда я что-то произношу, и вы преисполняетесь духа, у вас там слезы на глаза выступают, у вас там в носу свербит от восторга, вот это называется мотивация. Тогда вы можете куда угодно идти, горы свернуть. А если вам говорят слова, а это просто для вас как об стену горох, это деморализация. Второй момент – правовой нигилизм. Нигилизм – это мировоззрение, отрицающее все ценности. От немецкого «нихл», что значит «ничто». Ну, отцы и дети, школьная программа, вспоминаем. Для нигилиста не существует никаких ценностей, норм, правил и так далее. Где чаще всего можно встретить нигилистов? Нет. Нет, если мы поговорим просто вот о нашем государстве, где, в каком социальном слое или сообществе, группах чаще всего можно встретить нигилистов? Вот, да, самый популярный ответ, что главные нигилисты – это криминальный элемент. Но мы забываем, что их жизнь регулируется гораздо более строгими правилами. Под названием воровские понятия и так далее. Увы, дорогие мои друзья и подруги, самых главных нигилистов мы встретим в очень дорогих пиджаках, сидящих в чиновнических креслах. Вот там самый главный нигилист, который им абсолютно на все наплевать, который преследует свои абсолютно утилитарные цели. Нужно набить себе карман или отстроить себе 8-й этаж на даче, или купить еще более высокоэтажную яхту, что все остальные завидовали. Вот. А вы для этого лишь расходный материал. И он будет говорить вам то, что нужно для этой ситуации, и притвориться кем угодно. Поэтому нигилизм – это весьма серьезная вещь. Что такое нигилизм? Как он проявляется? Он проявляется, когда гаишник останавливает вашу машину, и вы быстренько даете деньги гаишнику ту же самую сумму, которую вы заплатите официально по штрафу, но это долго, это муторно, так сразу отвали, я дальше поехал. Вот на таких маленьких моментах проявляется нигилизм. Когда вы приходите, например, к преподавателю и сразу ему приносите там коробку конфет, вот, а другой не принес коробку конфет, соответственно, к нему отношение будет другое. Когда, значит, вы говорите полицейскому «отстань от меня», в Конституции прописаны мои права, а пузатый полицейский отрыгивает, много чего написано в Конституции. Массовая асоциальность. Асоциальность термин был тоже в контрольной работе последний, наляпали что угодно, начали там громоздить огородов, путать с десоциализацией. Десоциализация – это процесс. А социальность – это отсутствие социальных навыков. Если у вас нет, запишите. Отсутствие социальных навыков. Это асоциальность. Социализация – это привитие социальных навыков, а асоциальность – отсутствие. Ность. Не процесс, а состояние. Талий понял? Смотрит на меня с укором. Отсутствие социальных норм у человека. И вот чего общество опасается. Вот такой ситуации. Двигаемся дальше. Теперь поговорим об изгоях. О том, что я вам грозился рассказать. Нельзя путать два понятия. Девиация и девиантное поведение. Девиация – это отклонение. Девиантное поведение – это отклонение, вошедшее в привычку. То есть постоянно отклоняющееся поведение. Определение девиантное поведение – поведение, отклоняющееся от социальных норм. Вот, не один раз подчеркиваю, а постоянно устойчиво. Как показывает название этого раздела, отношение к девиантным людям зависит от типа общества. Везде оно разное. И даже небольшую затравочку вам скажу. Грубо говоря, есть два основных типа общества. Одни общества страшно боятся отклоняющегося поведения, поэтому они всю жизнь выстраивают так, чтобы никто не отклонялся. А если отклонялся, вычленить его на ранних стадиях и либо устранить, либо образцово-показательно наказать, для того, чтобы другим неповадно было. Общество, вот, значит, а другое, потому что ценности, уклады, устои, традиции этого общества легко могут разрушиться, если возникнет какой-нибудь человек, который скажет: фигня какая. А другие типы общества, они наоборот сознательно приветствуют и радуются всякому человеку, который высказывает протест, и интегрирует его в себя. На что это похоже? Это похоже на вакцинацию. Вот история ковида нам показала два типа поведения людей. Одни во время ковида прятались по домам, сидели. Ну, я имею в виду тех, кто действительно осознал опасность этой болезни, осознал возможность умереть. Прятались по домам, боялись выходить. Это один тип общества. Другие понеслись немедленно в поликлинику, как только появилась вакцина, и начали себе колоть все, что угодно, чтобы ходить среди чихов, ходить среди кашлей и не заразиться. Вот они, два типа общества. Соответственно, поэтому потом этой бабушке почтальон принес какую-нибудь газету, предварительно кашлянув на нее нечаянно, бабушка умерла.
А другой, например, какой-нибудь дедушка, который сделал 74 прививки, ходит прямо посреди какой-нибудь лепрозория, посреди больных и не заболевает, потому что он привит. Его организм знает, как реагировать на эту ситуацию. И, соответственно, какой тип общества более гибкий, в какой ситуации, об этом сейчас разберем. Об этом сейчас поговорим. Вот, значит, что влияет на девиантное поведение. Факторы, влияющие на девиантное поведение. Так, цвета видны? Прям специально выравнивал цвета, зная наши проблемы с лампами. О чем мы с вами уже говорили. Так, ну, во-первых, об этом, о статусном факторе. Общество тебя выдавило вниз, и тебе дальше либо ты становишься криминальным элементом, асоциалом, маргиналом, аутсайдером, либо ты просто умираешь с голоду. Либо ты лезешь в чужой карман, либо ты что-нибудь там взрываешь, либо ты умираешь с голоду, потому что иначе ты не выживешь. Общество тебе сказало «м-м». Поэтому ты выдавлен. Это здесь все просто. Про это тоже с вами говорили. Есть ситуация обычного общества, а есть ситуация какая-нибудь дикая. И люди, например, сидящие возле новогодней елочки, наложив себе оставшийся еще не пропавший салатик оливье и вскрыв последнюю бутылочку шампанского, чтобы продолжать праздновать Новый год, включают телевизор, а он не включается. Жмут на интернет, а он не заводится. И тут вдруг до них доходит мнение, что где-то в нескольких километрах от их дома горит правительство. И главным развлечением новогодним является какой-нибудь там металлический бык, которого на цепях волочит машины по главной улице этого города. Вот. Ни слом, ни духом ничего никто не знал. И тут вдруг опаньки случилась революционная ситуация. И все немедленно может поменяться. И эта ситуация изменила Казахстан. Хотя революционеры абсолютно не выиграли и были очень далеки от выигрыша. Но тем не менее грандиозные реформы, которые были запущены, являются следствием этого. Так, дальше о чем мы еще с вами говорили? Ментальные моменты все, то есть то, что у человека на душе, и то, что в обществе какой настрой, про это тоже с вами вели речь довольно. Про мировоззрение очень важно. Мировоззрение нигилистическое мы с вами уже только что обсуждали. Другой тип мировоззрения – это нонконформизм. Но это даже не совсем мировоззрение. Вот. Я больше считаю, что это больше, конечно, ментальная характеристика. Нонконформизм – это несоглашательство. Это вот не просто даже мировоззрение, а вот внутренняя такая скверная черта характера. Ему говорят 2 плюс 2 4, он говорит нет. Ему показывают вот 2 и 2 пальцем. Он говорит нет, не хочу в это верить и все. А другому говорят 2 плюс 2 5. Он говорит 5, ну ладно, хорошо, будет 5. Это конформист. То есть все мы находимся между двумя радикальными полюсами. Вот. Кто-то из нас тяготеет к конформизму, то есть к соглашательству. Кто-то тяготеет к нонконформизму. Вот. Меня всегда, начиная со школы, в университете, всегда упрекали в том, что Утовбин это очень такой неприятный студент, который постоянно спорит, задает вопросы, поднимает руку, ему все нужно всегда подробно объяснять. Потому что в такой момент, если мне говорят, что правильно писать не алюминий, а люминь, вот, я с этим буду не соглашаться. Если мне скажут, напишите быстро алюминий и не объясняя почему, я с этим буду не соглашаться также. Ну, просто натура такая. Это нонконформизм. Поэтому, значит, хотя мы это выделяем как мировоззрение, я лично все-таки считаю, что это не совсем взгляды. Это, в общем-то, как бы его ментальная характеристика, психологическая. Ну и вот они, два типа общества, об этом будем говорить сейчас подробно. Девиантное поведение представляет угрозу тому, что позволяет нам выживать. Социальным нормам, которые нас объединяют и мешают нам устроить грандиозную судную ночь. Да. Итак, вот наша с вами главная интрига. Вот они, два типа общества. Британский философ и социолог Карл Поппер выдвинул вот эти два разграничения. Одно общество построено на очень большой любви друг к другу и очень хорошем знании друг друга. Люди очень друг друга берегут и ценят. Обнимашки бесконечны. Верность корням и традициям абсолютно. Предки, дедушки, бабушки, живые и мертвые – это не какое-нибудь слово, это реально те, кто являются героями в нашей семье. Каждый заботится друг о друге. Все очень четко понимают, кто они такие, в чем их принципы жизни и куда они двигаются. Вот. Это общество мы называем закрытым. Я думаю, символически вы поняли, почему я в качестве эмблемы поместил собрание Ку-Клукс-Клана именно под конфедеративным флагом американских южан. Вот. Поэтому, если появляется кто-то иной, какой-то изгой в этом сообществе, значит, оно реагирует очень быстро и очень агрессивно. Кстати, на эту тему советую фильм «Черный клановец».
Очень такая оригинальная черная комедия о том, как спецслужбы в США в 70-е годы внедряли спецагента в Ку-Клукс-Клан, и не нашлось никого, кроме афроамериканцев. И как они с большим-большим трудом его туда внедряли. То есть это целая серьезная была работа. В другом случае я использовал в качестве эмблемы именно как раз это не пропаганда, хотя как хотите, так и считайте. Вот, и, значит, определенного вида парадов, которые совершенно по-другому реагирует общество. Появляется человек, здесь люди плохо знают друг друга. Для них ценности и принципы нужны только вот пока они работают. Если для меня сейчас ценность не работает, да ну ее куда подальше, на свалку истории. Историю это общество не знает, не любит, не бережет, а история ему нужна только, если она конкретно, реально учит чему-то. Если это просто какой-то идол, она не нужна. Лишний мусор, лишняя информация. Люди друг с другом соединены постольку-поскольку, только на условиях взаимной выгоды. Создают контракты, контакты, супружеские союзы, дружеские связи, только если ты мне нужен, и я тебе, и пока мы друг другу нужны. Вот, значит, общество, каждый человек думает только сам о себе. Но при этом каждый нормальный человек понимает, что свобода моего кулака заканчивается там, где начинается лицо другого человека. Поэтому то, что каждый думает сам о себе, не означает, что они ведут себя как отморозки. Они хорошо понимают, где заканчивается свобода моего кулака. Вот. Значит, какое из обществ, например, более динамично реагирует на какие-то радикальные изменения? Ну вот три, которые я вам назвал. Предположим, война. Предположим, какое-то стихийное бедствие. И, предположим, экономическое бедствие, типа, например, внезапной инфляции. Вот как ни странно, вот это сообщество почти всегда пасует и очень быстро и стремительно разваливается. А вот это сообщество, где все друг другу, в общем-то, никто никому не нужны, человек человеку не брат, а бутерброд. Вот это сообщество, оно очень быстро перестраивается, хотя на первом ступеньке, конечно, побеждают сначала вот эти. Когда они, например, вводят тотальный карантин, как в Китае. Представляете, в Китае, в определенных зараженных провинциях вообще людям запретили выходить из дома. Вообще, даже за едой, даже за водой и так далее. Коронавирус мгновенно исчез, потому что люди зараженные просто умерли у себя в домах. Вот, значит, и прочее. Мгновенное решение, но за этим последовало грандиозный экономический спад. Здесь видим иную ситуацию, что наоборот чудовищная, кошмарная смертность от коронавируса, если даже брать США, а вследствие этого самое большое количество вакцин, все вакцины проверены и самое быстрое стремительное восстановление экономики после коронавируса. Такое стремительное, что весь остальной мир просто поражается тому, что чудесам, которые показала экономика США и Западной Европы. Почему так происходит, какие механизмы действуют, разберем детально. Итак, во-первых, открытое общество. Открытое общество. Главный принцип открытого общества – индивидуализм. Индивидуализм – это приоритет, термин приоритет, понимаете? Превосходство индивида над обществом. Противоположная концепция, как называется? Коллективизм. Коллективизм. Превосходство индивида над обществом. Это называется индивидуализм. То есть я. Мои собственные желания. Я что-то делаю, потому что я так хочу, а не делаю, потому что я не хочу. Меня когда-то, еще совсем в юном возрасте, когда только начинал свою преподавательскую карьеру, просто поразила смелая реакция моего друга, тоже коллеги, тоже доцента в университете, когда было объявлено всем собраться на парад 1 мая, всем коллегам выйти, всем преподавателям выйти. Он сказал, я не выйду. Его при мне спрашивает директор института, а почему вы не выйдете на парад? Все же выходят, а 1 мая. Он говорит, не хочу. Не стал придумывать себе никакие оправдания, типа больных детей, которых у него было достаточно много, и он мог им прикрыться. Он сказал, не хочу. Вот, он делает типичный индивидуализм. То есть человек делает то, что он хочет. Вот, если мы думаем, что в таком случае человек человека поуничтожает, то, значит, грубо говоря, у вас плохое представление о человеческой природе. Так, значит, из этого исходят вот эти два понятия, которые мы с вами давайте разберем. Итак, во-первых, равенство. Сразу, раз и навсегда. Значит, запоминайте, равенство – это не одинаковость. Можете прям так и записать себе математическая формула. Равенство не равно одинаковость. Вот те, кто за равенство, не утверждают, что все люди одинаковые. Все разные. Одни умные, другие глупые. Одни сильные, другие слабые. Одни здоровые, другие больные. Нет. Равенство – это одинаковость возможностей для реализации. Вам определение. Равенство. Одинаковость возможностей для реализации. Успеваете?
Равенство, одинаковость возможностей для реализации. Одинаковость возможностей для реализации. То есть общество, в котором получит свои возможности, конечно, и умный, и глупый. Что глупый, он не человек, что ли? Ему надо отказывать в том, что он не может сообразить, сколько будет 2 плюс 2. Потому что в сравнении с какими-то там гениями научными, ему нужно отказать в куске хлеба, дайте ему кусок хлеба тоже. Или, например, пришельцу какому-нибудь, ну, не из других планет, имею в виду, из других государств. Вот. Или, например, человеку, который в чем-то проявляет себя как-то очень непохоже и даже вызывающе ведет себя. Но про это мы тоже поговорим. Или, например, женщины и мужчины, молодые и старые, с опытом работы и без опыта работы. Это называется равенство. Политика, построенная на равенстве, называется, знаете как, называется демократия. Эгалитаризм – это схожее понятие. Эгалитаризм – это отсутствие привилегированных сообществ. Отсутствие привилегий. Если я какой-то не такой человек с точки зрения большинства, я все равно имею возможности для реализации. Возможности, а не права. Так, эмансипация, которую часто путают с понятием женская эмансипация. Итак, в этом обществе постоянно все бурлит. Там постоянно какие-то демонстрации, какие-то бунты, какие-то флаги, какие-нибудь люди возле правительства, которые там пикет многодневный устроили. Вот. Поэтому для незнающего, например, если, например, человек, допустим, из Казахстана, вдруг прямо вот сейчас, или из России, прямо вот сейчас попадет, например, в США, может сложиться впечатление, что вы прям в революцию в какую-нибудь попали практически в любой момент. Потому что практически постоянно в каком-нибудь крупном городе какие-нибудь демонстранты что-нибудь там орут. Поэтому как пропагандисты делали, когда была движуха вот эта огромная Black Lives Matter, помните, да, полтора года назад, показывали нам, говорят, смотрите, что в вашей этой демократической Америке происходит. Вот к чему привел капитализм, вот к чему демократия привела. Вот видите, как плохо. Теперь черные уничтожают белых. Вот. На самом деле это неправильно просто по одной причине. Там постоянно происходит вот такой вот бурлеж. Поэтому стены Белого дома обнесены высокой решеткой, ее регулярно проламывают, пытаясь на лужайку до Белого дома дойти, а иногда даже получается, как в случае с отставкой Трампа, его даже и захватить на полчаса, по-моему, захватили Белый дом. Вот. Это эмансипация, это постоянно идущий процесс. Поэтому открытое общество всегда неспокойно. Это очень важная философская вещь, которую нужно вам себе уяснить. Свобода и порядок – это вещи взаимоисключающие. Взаимоисключающие. Поэтому, если ты хочешь порядка, снимай одежду и тренируй спину для кнута. Будет порядок. Ну и тренируй руки, тебе тоже придется кого-то стягать кнутом. Если ты хочешь свободы, будь готовься к тому, что будет всегда какой-то бардачок. Нет, не хаос. А именно вот бардачок, как я описал. Хаос – это ситуация, которая предшествует слому. Итак, значит, вот важный момент. Здесь, я думаю, схема и так ясна. Мои права, мои обязанности. Не то, что я должен, а то, что я хочу. Так, вот следующее понятие – атомизация. Атомизация – это стремление индивида выделиться из общества. Стремление быть атом. Стремление индивида выделиться из общества. Это мы называем атомизацией. То есть каждый сам по себе. Люди могут создавать союзы, партии, огромные там политические и социальные движения, но это не толпа, это не стадо, в котором я баран. Это сообщество свободных людей, из которых каждый может в любой момент выйти. Он, конечно, подчинен внутренней дисциплине, но если не нравится, я беру и выхожу отсюда. Я не говорю того, что я должен сказать, с чем я не согласен, потому что так хочет мое стадо. Это принцип атомизации. Плюрализм, вы знаете, это множественность мнений, включая взаимоисключающие. Да. А чем атомизация от индивидуализации отличается? Индивидуализации здесь нет, это мировоззрение, а это процесс. Это мировоззрение, состояние, это процесс. Каждый стремится выделиться, и каждое сообщество тоже стремится выделиться из остальных. Здесь, я думаю, комментировать не нужно. Общество стремится не к тому, чтобы какой-то дядя жесткой рукой им управлял, а они сами разбираются благополучно, значит, сами собой. Толерантность – это терпимость, но об этом мы поговорим также. Терпимость к чужим точкам зрения, причем не пассивная терпимость, когда мы, ну что же делать? Так, оно, значит, суждено. Буду я терпеть кнут, терпеть врагов и так далее. Совершенно иначе. То есть я отношусь к чуждому, как к своему собственному. Я терплю не потому, что это злой рок, и теперь я вынужден терпеть, а терплю, признавая точку зрения даже того, кого я терпеть не могу.
Поэтому выделяют в русском языке два разных слова – терпимость и толерантность. Терпимость, она более пассивна, а толерантность – это активно. То есть, если я тебя не люблю, я тебе признаю твои права на существование. Более того, я тебя еще поизучаю. Мой младший брат всю юность докучал мне этим Гарри Поттером. Все уши проружал мне этим Гарри Поттером. Я, ну что за ерунда такая этот Гарри Поттер вообще? Он только о нем и говорил. Но мне же надо знать, о чем говорит мой младший брат. Ну я взял и прочитал Гарри Поттера. Вот самый такой простой момент. И, кстати, очень сильно увлекся и на всю жизнь стал Поттероманом. Но читал я не потому, что только с одной единственной целью. Понять, что в голове у моего брата, когда он говорит вещи непонятные и неприятные мне. Толерантность. Модернизация. Это ключевой наш термин. Модернизация – это обновление социальных институтов, включая слом неактуальных. Модернизация от модерн, новая. Модернизация – это обновление социальных институтов. Обновление социальных институтов. Обновление социальных институтов. Самый яркий пример модернизации – это модернизация семейных отношений, о чем мы с вами долго, но, по-моему, не очень плодотворно говорили и на лекции, и на семинаре. То есть, если когда-то возвратиться на машине времени к нашим предкам и сказать, а знаете, наступит время, когда мужчина будет выбирать себе спутницу жизни сам. Боже ж ты мой, да неужели такое наступит? Вот, более того, я тебе скажу, прапрапрадедушка, в это же время его избранница тоже будет отвечать ему взаимностью. Кошмар, такого быть просто не может. И более того, прапрадедушка, они будут друг друга выбирать на тот момент, пока они нравятся друг другу. А когда они перестанут нравиться друг другу, они разойдутся, и никто не будет иметь права их остановить. Все, прадед лезет в петлю. Потому что это с точки зрения традиционной морали, большой так называемой семьи, рода племенных отношений, тогда, если это сделать, все общество тогдашнее бы померло. Наоборот, если нам сегодня, представьте, что будет, если каждого из нас, фантастически фантазируем, если мы будем иметь право выбирать себе спутников жизни только по согласованию с нашими предками. Такой же эффект будет. У нас все рухнет немедленно. Мы просто потеряем волю к жизни, и мы просто умрем от депрессии. Вот, поэтому все меняется. Сейчас, к примеру, на Западе идет очень серьезный процесс модернизации образования как института. Потому что оказалось, что то, что мы сегодня в Казахстане и в России называем дополнительным образованием, когда человек вместо того, чтобы оканчивать ПТУ по специальности бульдозерист и учиться там 4 года, изучая английский язык, философию, историю и прочее, оканчивает двухмесячные курсы бульдозериста и зарабатывает такие же деньги, как тот, кто учился 4 года. Зачем ему надо 4 года учиться? Вот, поэтому традиционная система образования сейчас крушится под натиском новых совершенно социальных институтов, например, под названием дополнительное так называемое образование, факультативы и прочее. Мы видим зеркально противоположную картину, где она? Обязанность. Как перефразируя Кеннеди, не то, что Казахстан должен дать тебе, а то, что ты должен дать Казахстану. Ну, Кеннеди это говорил про Америку. Вот. Мы видим коллективизм на первом месте, мировоззрение, для которого общество первично, индивид вторичен. Вот оно как раз, эта схема иллюстрирует то, о чем я говорю. Не твое «хочу», а «надо». Вот. Буквально 2 дня назад у меня с коллегой по кафедре вышел разговор, в котором я проиграл, потому что я не смог по контраргументы. Когда коллега мне сказала, вот было время, мы жили, когда нам говорили, нужно сделать что-то, и мы, скрипя зубы, это делали. Поэтому мы строили нашу жизнь именно так. А теперь молодежь распущенная, они делают только то, что им хочется. Я проиграл в этом споре, потому что, ну что мне надо было ответить? Да, так. Какой же это был бы спор? Вот. Так что действительно так. В современном обществе модернизирующее, есть то, что я хочу. В обществе не модернизирующееся есть термин «надо». Да. В чем отличие от традиционализма? Вот молодец. Итак, вот видите, наш самый главный и въедливый критик, которому отдельный всегда респект за то, что он обнаруживает не только опечатки, но и отклонения от темы. Объясняю различия, которым только он спросил. Это не просто разные вещи, это амонимы, которые похоже называются, но обозначают принципиально разные вещи. Традиционность. Традиционность – это приверженность обычаям, правилам, традициям, если хотите. То есть общество традиционное, потому что оно действительно чувствует свою связь.
Завет предков – это не какая-то для меня догма, это то, что я ощущаю, то, что мне реально помогает жить. Мой прапрапрадед не умер, он жив. В моей памяти, в памяти моих родителей, дедушек, бабушек, в своем каком-то учении, правилах, ценностях, нормах, которые он мне оставил. Поэтому традиционное общество, кстати, очень достаточно гибко реагирует на вызовы нового. Оно не боится, что оно поломается, потому что оно чувствует живую связь с предками. Вот. Те обычаи, правила, нормы, которые из древности пришли, традиционное общество, кстати, легко может подкорректировать, поменять немножечко. И арабские мужчины в Саудовской Аравии, скрипя сердце, разрешают самый немыслимый грех для женщин в их обществе – водить автомобиль. Спустя 12 лет после того, как женщинам разрешили голосовать. Вот. Так что традиционное общество – это традиционно, оно более гибкое. Сейчас, минутку, я отвечу. А вот традиционализм – это совсем иной калинкор. Традиционализм – это пустыня, где люди, мечущиеся с конца в конец, не знающие, кто они как, и тут они начинают вспоминать, а вот было время, раньше было лучше, а давайте мы будем как раньше. А как раньше быть? Понятия не имею. Давай книжку прочитаем, как было раньше. Читать книжку, вау, как жили предки. Давай-ка я надену вместо рубашки косоворотку, отпущу бороду и буду в разговоре окать, пояском подпоясаюсь, оставлю работу, перееду в деревню и буду жить традиционной жизнью, как мне кажется, которой жили мои предки. Вот это называется традиционализм. Традиционализм – это воскрешение традиций. Надо, придется сходить. Так, туда, а тут какой-то бардачок. Поняли, что такое? В чем различие? Вот, традиционность – это продолжение традиций, преемственности. Традиционализм – это воскрешение традиций там, где их никогда не было. Поэтому традиционалист – это не просто новатор, это ультра-новатор, это фантазер, это такой толкинист. Я вам рассказывал про свои исследования неоязычников? Не рассказывал. Вот у меня была на Сахалине, на моем родном, группа моих приятелей неоязычников. Все, как полагается, такие очень отмотивированные. И они построили капище, языческое капище с ликами богов, вырезанных из дерева. Очень красивое, очень эстетично. Они все эстеты такие, все с высшим образованием, половина историки. Все такие начитанные. Когда здороваются, они не за руку жмут, а вот так вот хватают за предплечье. Все там в татуировках, там свастики, руны, все как надо. Вместо «спасибо» они говорят «слава богам», «слава роду», ну все как надо. Вот, значит, настоящие неоязычники. Построили это капище. Вот, я спрашиваю как-то раз, а что вы на этом капище делаете, когда собираетесь? Мне отвечают, пиво пьем. Я говорю, как, я думал, вы там молитесь, что-нибудь такое делаете. Говорят, да нет, ты что, откуда мы знаем, что надо делать? Потому что все, что нам известно о древнеславянском язычестве, это единственная книга Бориса Рыбакова «Язычество древних славян». И то, как теперь выяснилось, половину выдумал сам. Поэтому они понятия не имеют, что там делать. Кстати, забыл уточнить, что 100% их были раньше толкинистами, участниками ролевых игр. Вот. Так что вот такой вот момент. Это традиционалист. Обыкновенный мужик, который отращивает бороду, надевает сутану, надевает, например, рясу и превращается, например, там, в батюшку, в носителя там, традиций и так далее. Мы воспринимаем его как связь с предками, а на самом деле он еще вчера в лучшем случае был инженером, в худшем случае зоотехником. 5 лет назад он пришел в церковь, покрестился, 3 года назад он стал священником, за это время борода его росла, живот его рос, теперь он стал достаточно серьезным, чтобы положить на него крест, выйти к стареющим женщинам и сказать: братья и сестры, хорошо, когда хорошо, небо наверху, земля внизу, за все слава Господу Богу. Вот, значит, мы воспринимаем это как нечто традиционное, хотя 5 лет назад еще все было совсем иначе. Поняли различие? В головах совершенно разные вещи, да? Но Сергей, это тоже традиционализм? Об этом чуть позже поговорим. Так, значит, здесь вот этот момент разбираем. Итак, иерархия – это соподчиненность в обществе. Вот буквально иерос – это святость, арха – управляет, то есть святое – это как бы управление, святая власть. Иерархия – это выстраивание в обществе определенной лесенки, это стратификация, которая введена в принцип. Общество всегда делится на соподчиненные слои, и между ними очень сильно затруднен переход. Например, потому что там дочка священника не имеет права выйти замуж ни за кого, кроме представителя священнического сословия. И даже он очень либеральный, если он ее батюшка, отец, разрешит ей выбирать самой себе будущего мужа, то только среди, например, семинаристов, будущих священников. Но ни в коем случае не за учителешку, ни в коем случае, там, упаси Господь, за крестьянина или рабочего. Это иерархия. Общество, построенное на этом принципе, называется элитаризм. То есть это наличие привилегированных сообществ.
как Российская империя, в которой, ну, чуть больше 100 лет назад все сословия, крестьянство, интеллигенция, если это сословие, рабочие, казачество, однозначно отдельное сословие, работали только на два сословия. Это дворяне и духовенство. И то из них дворянство на первом месте стоит, духовенство его обслуживает. Все остальные подчинены. Ту же самую картину мы видим сегодня во многих других замкнутых сообществах. Например, если мы говорим об Америке, так, где у нас опять вечный мел? Если мы говорим об Америке, то о чем, например, кричали, возмущались активисты движения Black Lives Matter? Они говорили, что вот эта формулировка до сих пор действует в Америке, и ты никуда не пробьешься, потому что в головах у белых американцев сидит WASP, White Anglo-American Protestant. Вот она привилегия. Поэтому если ты не белый, если ты белый, но католик, вот, если ты белый протестант даже, но не из англосаксов, а, например, из германцев, например, из славян, то тебе не пробиться в высшие эшелоны власти. Вот эта формулировка до сих пор оказывает очень большое влияние, а, например, на юге южане до сих пор с этим даже не стесняются об этом прямо говорить. У меня моя бывшая студентка вышла замуж за одного очень предприимчивого и богатого фермера, молодого, на юге Америки. И вот поэтому получается так, что я один из первых узнал о том, что готовится поход на Белый дом, когда Трампа сместили, импичмент ему объявили, а захват Белого дома готовится, потому что вот муж моей бывшей студентки, он был одним из этой группы. И она мне писала, когда я спрашивала, почему, зачем, она говорила, потому что есть правила неписанные, которые, знаете, Америкой должны управлять WASP, белый англосаксонец протестант. Да. Это на юге, забыл сказать, это было на юге. Они живут в Техасе. Есть фильм «Зеленая книга» и... Вот, ну, молодец. Вот «Зеленая книга», вам иллюстрация замечательная вот для этого. Как объяснить тот нонсенс, что когда вот тот черный мужик выступал, ну, якобы на профессиональный музыкант, приходило все высшее общество, и с ним вроде бы как считались, пока он был рояльным, но при этом ему не давали нормально. Вот, об этом тоже. Вроде бы общество модернизируется, но при этом так шаг вперед, два назад. Вот об этом весь фильм. Фильм о модернизации, о всех этих трудностях, с которыми сталкиваются. Да, в ресторане поесть нельзя. Да. «Зеленая книга», да. И последний момент, не последний. Так, сегрегация – это разделение общества. Об этом чуть позже я покажу слайды. Вот, например, отдельные там вагоны для одних, вагоны для других. Я про кассы для белых в Индии, кажется, вам рассказывал. Рассказывал? Да. Рассказывал. Когда, значит, например, не индиец просто физически, технически не может купить в интернете билет на индийский поезд. Потому что ему нужна симка, а симки у него нет, потому что его дают по паспорту, а он же не гражданин Индии. Но он может купить вживую, пожалуйста, в очередь приходи. Но почему-то отдельные кассы для белых находятся снаружи вокзала на 50-градусной жаре, вот на таком вот уровне, чтобы туда вот так вот наклонившись надо было заглядывать. Вот. Поэтому индийцы покупают билеты внутри в вокзале, в кондиционированном помещении, а не индийцы со своими рюкзаками стоят снаружи на солнцепеке. Все, пожалуйста, покупай. Разделение до сих пор есть. В автобусах в Индии, дальше слайд покажу, до сих пор есть обозначение for ladies, for gentlemen. Так что это идет в том числе вот этот момент, который есть в казахском обществе и в российском обществе, также об этом покажу. Ксенофобия, об этом позже скажу, это страх перед чужим, страх перед новым. И патернализм. Кто знает определение термина? Да? Патернализм – это когда, например, государство, в данном случае, допустим, глава общества дает тебе какие-либо привилегии, взамен ты услышишь. Правильно, но сильно усложняет. Патер что обозначает? Патер. Патер ностер, молитва, отче наш. Патер – это отец. Вот патернализм – это отношение к руководителю как к отцу. Да? Все еще проще. Вот я вам говорю определение – это отношение к руководителю как к отцу. Отца надо любить. Если не любишь, то его надо, безусловно, уважать. Отца не выбирают. Поэтому, если человек тобой руководит, как я могу с ним спорить? С отцом же не будешь спорить. А то вдруг отец тебя, он возьмет тебя и изгонит из семьи, отлучит тебя, скажет, знать тебя не хочу, как Ганди своего среднего сына алкоголик. Вот, и значит, и все, и ты пропадешь. Это патернализм. Вот, значит, то есть может ли отец вести там диалог на равных со своим ребенком? Ну, конечно, может, но только для того, чтобы морально поддержать ребенка. Потому что для любого отца его ребенок это всегда будет сопляк.
даже если он добился успеха больше, чем его отец. Сопляк, ничего не понимающий в жизни, потому что не имеет жизненный опыт. Поэтому патернализм – это отношение к руководителю как к отцу, а отношение руководителя к подчиненным как отца к детям. Это патернализм, который пропитывает собой все закрытое общество. Итак, двигаем дальше. Итак, мы с вами обозначили два типа общества, закрытые и открытые. Как они формируются? По разным причинам. Религия, история, география, соседи. Теперь идентичность и идентификация. Наши два главные понятия, которые часто путают. Уйду из кадра, чтобы там контролировать процесс. Вот, потому что главная проблема вообще всех современных русскоязычных гуманитариев в том, что они не знают никакого языка, кроме русского. Поэтому, когда одни identity переводят как идентичность, другие переводят identity как идентификация. Получается у нас два термина, хотя в английском языке одно слово. Приходится нам делать оговорочку. В принципе, это одно и то же. Это одно и то же. Но если нам с ножом к горлу потребуется разграничить эти два вида identity, ну видите, как разграничить? Под идентичностью мы понимаем скорее ощущение. Да? Ощущение, чьих ты будешь, кто ты такой. Вот как я себя ощущаю, причем не только национальное. Идентичность бывает социальная, к какому сообществу ты принадлежишь. Вот. Идентичность бывает, например, самый главный момент, гендерная идентичность. Какого ты пола. Вот. Если кажется вам, что достаточно, так сказать, раздеться и посмотреть на себя в зеркало, чтобы ответить на этот вопрос, то, друзья мои, вы увязли в 19 веке. Потому что сегодня даже самые консервативные социологи говорят, что да, анатомически, физиологически, на генетическом уровне, да, мы выделяем либо XX хромосомы, либо XY. Но на уровне социальном сегодня даже самые консервативные социологи выделяют либо 5, либо 6 полов. Эти вещи не совпадают друг с другом. Поведение и самоощущение. Я вам примеры этого рассказывал и еще, может быть, даже покажу. Итак, с чего начинается Родина? Итак, с чего начинается репрессия? Того, что общество обозначает то, что нельзя делать. Главным знатоком, вообще пионером в исследовании вот массовых движений, ненависти, агрессии, отчуждения, изгойства был Зигмунд Августович, который даже поскольку термина для обозначения этого не было, он придумал свой, точнее взял новозеландское слово «табу». Если ты делаешь то, что делать нельзя, мы тебя прогоним, потому что ты нас разрушаешь. Если ты не делаешь, но хочешь сделать то, что делать нельзя, мы тебе скажем «ай-яй-яй». Пригрозим пальчиком и посмотрим на твое поведение. Потому что если ты это будешь делать, у нас все разрушится. Вот именно тот, кто склонен к табу и осуществляет эти табу, и становится общественным изгоем. Но, как я уже вам сказал, закрытое общество постоянно проверяет мониторинг. Закрытое общество постоянно каждого прощупывает буквально человека. В закрытом обществе, как вам не покажется странным, в закрытом обществе интимная личная жизнь абсолютно открыта. Ну, как русская деревня, где все знали, кто с кем спит там, кто кому ходит, кто чем занимается. А в открытом обществе интимная жизнь совершенно закрыта. Никто не знает, кто как живет, у кого какие дети, в какой детский сад ходят. Так что совершенно наоборот. Потому что закрытое общество постоянно проверяет, а нет ли у тебя склонности к табу. А в открытом обществе совершенно наоборот. Твое личное дело. Главное, чтобы твой кулак до моего лица не достал. Размахивай сколько хочешь, в любом направлении. Итак, двигаем дальше. Ксено это значит чужой. Фобия означает страх. Вот вам все определение. Страх перед чужим. Пирамида насилия. Пирамида насилия. И даже не вот эти моменты главные. Даже не вот эти моменты. А главное то, на чем они строятся. Так, сейчас я буду комментировать, от вас потребую предельного внимания. Любая агрессия всегда строится на страхе. Правда, от этого нам не лечит, то есть когда против нас агрессирует, человек на самом деле боится. Но когда он бьет нас в лицо, нам от этого понимания не легче. Но кому-то, может, станет полегче. Потому что по-настоящему не боящийся человек, он абсолютно спокойный. Ему хоть кол на голове тиши. Если ты скалишь зубы, выпячиваешь глаза, напрягаешься и прочее, это значит, что ты боишься. А почему боишься? Сейчас минуточку, я прокомментирую все, потом вопросы зададите. Это расхожее представление о том, например, что если иммигранты в Россию приедут, то они у всех русских мужчин отнимут работу, вслед за работой женщин, вслед за женщинами вообще всю жизнь. И в России из-за мигрантов русские потеряют работу.
Вот, значит, то есть расхожие определенные представления. Расхожее, например, представление о том, что ты не являешься настоящим гражданином своей нации, если ты не знаешь национального языка. Это расхожее мнение, которое в какой-то момент перестает подвергаться критике, наступает следующий этап, переходит на уровень ксенофобии. Когда люди конкретно обозначают: наши враги, вон они, понаехали они сейчас здесь сидят. Вот, сидят там вдоль границы, сейчас перейдут границу эти все россияне и отнимут у нас, казахстанцев, все. И поэтому мы их называем, например, словом «понаехавшие». То есть вырабатывается язык вражды. Вот. Или, например, как евреи, которые почему-то выживают во время стихийных бедствий, во время каких-то экономических катастроф. Им тоже плохо, но они быстрее восстанавливаются, поэтому их называют не евреями, а, например, жидами. Вот, значит, или термин «цыгане» используют, который, если вы в курсе, то знаете, что сами представители этого этноса себя называют по-другому. Ромалы, ромелы и так далее. А цыгане – это оскорбительная кличка, прилипшая снаружи. Так, и если вот здесь вовремя не отдавать определенное количество пощечин тем людям, которые это все дело говорят, если вовремя не надавать по губам тем, кто этот язык вражды использует, язык вражды закрепляется, и все. И мы переходим на другой уровень. Когда какой-нибудь такой мальчик, не получавший по губам, например, получает должность. Получает должность. И у него в руках определенные механизмы. Он может что-то стигматизировать. На семинаре мы с вами это разбирали. Определенное клеймение. То есть, к примеру говоря, русский значит пьяница. Вот. Еврей значит там заговорщик какой-то со всеми евреями наравне, хочет всех нас тут эксплуатировать и так далее. Если киргиз, то значит по образовательному уровню ниже нас. Определенная стигматизация. Мы по отношению к человеку, значит, сразу видим, девушка идет, значит, приходим в поликлинику, перед нами, например, врач, доктор в хиджабе. Ну, понятно, это религиозно, чего там толкового дождешься от религиозного врача, по умолчанию невозможно. Вот она, стигматизация происходит. Дискриминация – это следующий уровень, когда мы начинаем ущемлять кого-то в чем-то. И если такому отморозку очень много рычагов власти дать, он начинает делить общество. Вплоть до того, что сделал отморозок всех отморозков. Когда он попробовал это сделать в Польше. О ком я говорю? О Гитлере. Когда он попробовал в Польше, а что будет? Вот поляки не любят евреев. И постоянно там терки у них какие-то. А у него были далеко идущие планы. А давайте возьмем отдельное место, выделим для евреев. Назовем это место гетто. Туда их поселим. А если они расползаются, мы их обяжем в обязательном порядке носить шестиконечную звезду Давида. Что будет? А ничего не было. И тогда вот этот отморозков понял, что его план осуществим в пределах всего Третьего Рейха. И дальше вы уже знаете, что было. Агрессия, репрессия – это физическое или административное, ущемление человека. Ну вот проиллюстрирую вам, как это было на примере евреев. Так, готовы? Начиная со стереотипа. Средневековая христианская Европа. Это не современная Европа. Это ужасный мир, о котором рассказывали чудовищные сказки. Какой-нибудь араб, путешественник, мусульманин, приезжал к себе обратно в Сирию и рассказывал: знаете, что там делают с рыжими? На костре жгут. Знаете, у родинки человека найдут, посчитают, если число определенно, на костре жгут. Другие мусульмане говорят: да быть того не может, боже мой, какие же они варвары и дикари. Это средневековье. Потом все поменялось. В этом средневековье, значит, постоянно были какие-то проблемы, экономические были, например, эпидемии, которые косили. Всех косили, но почему-то евреев косили меньше. Ну, например, это можно объяснить, зная науку, еврейское сообщество, но они же не знали еврейское сообщество, они же в него не входили. Поэтому они просто видели, что, например, эпидемия уничтожила половину Гамбурга. Раз половину Гамбурга, значит, еврейская община должна быть уничтожена тоже на 50%. Но еврейская община была уничтожена эпидемией холеры почему-то только на 30%. В чем особенность? И поэтому возникают стереотипы. Например, стереотип самый расхожий, об агосфере, вечном жиде. Это вот тот человек, который, когда Господь наш Иисус Христос нес крест на Голгофу, вот он над ним, версия, посмеялся, версия толкнул, версия не помог поднять крест и так далее. За это Христос проклял его и сказал: не будешь иметь смерти никогда. И вот он до сих пор ходит, этот вечный жид, бессмертный. И чем он занимается? Он подстрекает.
Все войны, революции, эпидемии, даже, наверное, глобальное потепление – это дело вот этого гада. И даже само название «Вечный жид» оно закрепилось вообще как вот просто амбивалентным таким вот стал. Это одна из версий, откуда постоянно ищут везде какой-то еврейский заговор. И даже к любым организациям пытаются прилепить, значит, вот термин «жидовский», «еврейский» и так далее. Вторая, например, версия – так называемый «кровавый навет». То есть, на самом деле, как говорят разные там скинхеды, нацисты всех мастей, еврейское сообщество почему выживает? Они просто своему определенному божеству, которое на самом деле дьявол, они его приносят в жертву христианского младенца. Они его похищают, разрывают на части и пожирают. И делают это в тайне, но никто об этом не знает, потому что вы же не пойдете в синагогу, вас там не примут, не расскажут. Вот такой стереотип витал. Он закрепляется на уровне ведь языка вражды, когда слово «иудей», «джудас» изменяется и превращается в оскорбительный термин «жид». Когда священный для всех евреев знак, звезда Давыда, превращается в эмблему, которую на тебя лепят как клеймо, как тавро на скот. А также закрепляется определенный облик. Например, так называемый еврейский нос. Когда евреи определяют по тому, какой длины у него нос. Лучшая иллюстрация к этому – это фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Вот посмотрите этот момент. Например, эпизод, когда специалист по розыску евреев, гестаповец, приходит в дом к французу, у которого много лет скрываются евреи, говоря о стереотипе, чтобы вы поняли, как это действует. Он говорит: вот давай поговорим. Какое животное лучше всего, значит, отождествляется с евреями? Крыса, которая постоянно паразитирует. Вот скажи мне, пожалуйста, чем крыса отличается от белки? Белка такой же вредитель, она тоже разносит заразу, как и крыса. Отличается только хвостом. У тебя есть неприязнь к белке? Нет. А неприязнь к крысе есть? Нет. Ты не рассуждаешь, говорит гестаповец французу, ты не рассуждаешь, почему у тебя такая неприязнь к крысе. Но если прямо сейчас сюда зайдет крыса, ты снимешь тапок и попытаешься ее прибить. Ты просто на уровне чувств понимаешь, почему это плохо. Понял? Тут сидит, кивает, на глазах слезы. Говорит: где они? И тот со слезами на глазах показывает места в доме, где прятались евреи, которых много лет скрывал. То есть, понимаете, вот он момент. Никакой рациональности. Речь идет просто о подсознательном каком-то страхе, отвращении, омерзении, которое вырывается. В начале 20 века в Российской империи было знаменитое дело Бейлиса. Бейлис – это приказчик, говоря по-нашему, менеджер достаточно высокого уровня, еврей, но абсолютно не практикующий, дети в синагогу не ходили, по-еврейски не учились. Вот. Более того, он среди русских националистов, этот еврей Бейлис, был очень такой авторитетный мужик. К нему даже когда погромы устраивали, националисты приходили и говорили: мы тебя не тронем, не беспокойся, ты ровный чувак. Вот. И тут находят в этом городе, недалеко от Киева, ребенка мертвого со странными ранами, которые намекали вот на это. И немедленно ляпают приговор о том, что существует законспирированная еврейская организация, которую возглавляет вот этот самый Бейлис. И его судят. Вся российская общественность просто всколыхнулась на уши, встала из-за такого возмущения. Многие передовые писатели, например, Короленко, учитель Горького, он на этом суде, значит, присутствовал. Вот, то есть и Бейлису удалось отбиться. Это очень громкий был суд, который расколол просто Россию по части антисемитизма на две части. Но Бейлиса оправдали. Хотя все равно во время этого тоже начались погромы. Вот перед вами фотографии еврейских детей, которые были убиты в Киеве, погромы в Киеве во время слушания по делу Бейлиса. Вот Бейлису удалось оправдаться, а в другом случае не удалось оправдаться. Перед вами то, что произошло в результате Холокоста. Российская империя сдала этот экзамен, а вот германский Рейх III этот экзамен не сдал. Оказалось, тех, кто считает действительно вот эту правдой, больше. И поэтому, когда простому немецкому студенту с 3-го курса давали в руки огнемет и давали: иди, жги вон ту деревню, там жиды спрятались, он шел и жег. А потом настолько ему было страшно вспоминать, что у него это из памяти выветривалось. На Нюрнбергском процессе показывали кадры гестаповца, как он жжет из огнемета, например. Он говорит: это не я, быть такого не может, я же нормальный. Вот оно как действует. Вы еще не успеете заметить, как уже перед вами будет лежать человек с разможженным черепом, с вашего арматурного прута будут капать кровь и мозги, и вы даже не будете понимать, почему вы это сделали, потому что начинается все с низшего уровня. Это страх. Это страх. Если ты боишься, ты уже жертва. Даже если ты жертва, которая какое-то время будет победителем. И, значит, вот говоря о вашем домашнем задании, как раз язык вражды. Язык вражды. Сфотографируйте этот слайд. Что мне от вас будет нужно? Мне от вас нужно соотнести
соотнести эти термины с ситуациями, да. Виды дискриминации. Для вас два новых термина. Эйджизм по возрасту. Например, когда тебе отказывают в работе, потому что ты слишком молодой. Пороху не нюхал. Также по трудоспособности. Например, ты претендуешь, допустим, на работу крановщика, а у тебя ДЦП. И тебе говорят, да ты что, ты не можешь крановщиком быть. Хотя, казалось бы, человек с ДЦП что, не может на педали нажимать и рычаги дергать? Вот такой вот момент. Но ты приходишь в это строительно-монтажное управление, ковыляешь туда, искривляясь, значит, там с трудом ходишь, на тебя смотрит начальник строительно-монтажного управления, говорит, ты что, больной что ли? Я тебя не возьму на работу, мне нужны реальные мужики здоровые. Это называется эйблизм. Вот эйбл, да. Сексуальную не путайте с сексизмом. Сексуально это по ориентации, то есть речь идет о тех людях, которых, ориентация сексуальная которых отклоняется от того, что общепризнано. А сексизм это по гендеру. Например, угнетение женщин в мужецентричных обществах или ограниченный, например, сексизм в отношении мужчин тоже он проявляется. Допустим, воинская повинность. Каждый из вас, сидящих здесь, знает тот срок жизни, тот возраст, достигнув которого вы можете расслабиться, успокоиться. То парни. А девушки даже, наверное, не понимают, о чем идет речь. Сексизм бывает обратный, да. Вот, значит, так. Ну и образовательное тоже вы с этим, к сожалению, еще столкнетесь. Когда вам будут говорить, хочешь на работу, например, айтишникам, хорошо, но нам нужен опыт работы. А вы спросите, а как я получу опыт работы, если вы меня не берете на работу? Перед вами современные примеры языка вражды и стигматизации. И такие. Босс. Фотография вывески на севере Китая, в современных некоторых магазинах в Северном Китае, вот есть вот подобные вывески. Из-за поведения руссо-туристо, из-за наглости, хамства, которые россияне воспринимают как норму, а китайцы очень щепетильны в этих вопросах. Вот. Или, например, то, что появилось еще до войны, еще с конца прошлого года в некоторых магазинах Украины. Вот видите, здесь уже не просто язык вражды, здесь уже конкретная стигматизация, уравнивание с определенным человеком. Вот эти такого рода таблички я собственными глазами сам видел в Калифорнии. До сих пор они есть в некоторых барах. И человек может сказать, мой бар какой, хочу такой и ставлю. Про это я уже рассказывал. Это как раз Варшава, когда Польша была захвачена Гитлером. Это то, с чего началось величие нынешней России. Это мое поколение. Это то, что сейчас существует и на что не обращают внимания очень многие. Вот, значит, что еще? Да я показывал лагерь для мусульман в Китае. Ну-ка, переведите вот это. Ну-ка. Живешь в Казахстане, говори по-казахски. Вот пример, который мы можем видеть сегодня. Религиозная дискриминация. Вот. Но я думаю, здесь не комментариев особенных не нужно, значит, но тот юмористический, но он действительно на самом деле был. Такое тоже можно встретить. Вот это внутренний язык православных. Вот неправославный не понимает, что это такое говорится и что это за благословение. Если вот церковленный православный для вас вполне понятно. То есть на эту территорию, значит, любым, даже если ты крещеный, но не постоянный, ходящий в храм, тебе на эту территорию нельзя входить, заезжать и так далее. Ведь и внутренний собственный язык. Вот это говоря о женской. Моя собственная фотография в автобусе в Индии. Видно? Ladies. С другой стороны, gentlemen. Хотя некоторые садятся, мужики садятся, но предпочтительно все-таки большинство женских мест занимают женщины автоматически. Хотя некоторые продвинутые современные мусульмане, как правило, они заходят в магазин, вот в такой автобус, такое по написанной, садятся принципиально на противоположные полуместа, потому что мусульмане категорически противники всего. Мусульмане это в Индии такая религиозная элита, можно сказать. Вот это особенно, я считаю, возмутительно и страшное в своих посылках. Nike выпустил купальные костюмы special for Muslim ladies. Подумайте. Аналогичная ситуация. Показ высокой моды в Чечне. Очень дорого и стильно. Но попробуй оголить голову. Святая гора Афон, на которой много-много монастырей.
значит, святыня для всех православных христиан, куда просто запрещено входить женщинам. Вот такой вот момент, битва, которую в Казахстане проиграли, а в России, например, выиграли. С тебе 18 лет, ты взрослый мужик с семьей, но не имеешь права купить бутылку водки, потому что тебе не исполнилось 21 года. Я хочу завершить это свое занятие на несколько патетической ноте. Я не буду говорить банальных фраз типа «дискриминация – это плохо», потому что я уже сказал, что ты в какой-то момент можешь сам обнаружить себя частью этого процесса со стороны насильника, а не жертвы. Я хочу сказать более серьезную вещь. Запомните, что как бы ты ни прикрывал свой страх, страх – это позор. Пусть это будет вам отеческим посылом. Можете быть свободны.